Пронизывающий ветер холодил Алексея, словно у него не было куртки. Красные от холода пальцы крепко держали потертую картонку с надписью «Ветеран нуждается в помощи. Благословите». Слова стирались, как и его надежды за последние 4 года, проведенные на беспощадных улицах Санкт-Петербурга. В свои 58 лет он не должен был находиться здесь. Когда-то его мечты были другими. Открыть свою автомастерскую, провести дочку под венцом, дожить до старости в уютном доме с внуками. Вместо этого Алексей сидел на каменных ступенях библиотеки, наблюдая, как люди проходят мимо с опущенными взглядами, стараясь не встретиться с ним глазами. Ирония не ускользала от него. 20 лет в армии, включая 2 миссии в Афганистане, и вот он не может разжиться крышей над головой. Переход от жизни солдата к гражданской был труден. Настоящий крах начался после смерти жены. Рак забрал ее слишком быстро, и вместе с ее уходом исчезла опора, которая держала его на плаву. Алкоголь стал единственным утешением, позже появился гнев на работе и, в конце концов, увольнение. Последний разговор с дочерью Викой до сих пор разрывал его сердце. Она умоляла его: «Папа, приезжай ко мне в Липецк. Я помогу тебе встать на ноги». Он лишь отрезал: «Мне не нужна твоя благотворительность». С тех пор прошло 6 лет. Однажды он попытался ее позвонить, но номер оказался отключен. Стыд за собственные ошибки не давал ему сделать еще одну попытку. Ветер резко подул, раскидав несколько газет, которые валялись вокруг. Алексей быстренько сопоставил свое состояние и груду вещей в изношенном рюкзаке: сменная одежда, предметы личной гигиены, документы, а самое ценное — старая фотография Вики и супруги на выпускном. На ней они обе счастливы, смеются, так и навсегда оставив его безмолвным окошком в прошлое. Скоро солнце зашло и окрасило пейзаж в оранжевые и пурпурные тона. Время собираться и отправляться к своему укрытию, маленькому уголку за старым зданием, где охранник по имени Игорь позволял ему оставаться до утра. Их связывало молчаливое понимание, как будто оба знали, насколько хрупка бывает линия между жизнью и потерей всего. Алексей начал собирать свои вещи, когда услышал еле различимый звук, почти потерянный в городском шуме. Мяуканье, ослабленное, доносилось из-за ближайшего контейнера. «Не твое дело», — проговорил он сам себе. Но ноги вдруг остановились, и воспоминания о другом времени вернулись. Он вспомнил, как 9-летняя Вика с слезами на глазах держала раненого воробья, которого они нашли в собственном дворе. «Мы не можем оставить его тут умирать!» — кричала она. Алексей вспомнил, как сделал коробку для птицы, обложив ее мягкими тряпками, и как Вика назвала ее Надеждой. Она не спала полночи, заботясь о ней. Птица не выжила, но урок остался. Позже она начала работать волонтером в приютах для животных и решила стать ветеринаром. «Твоя дочка с таким большим сердцем», — гордо говорила его жена. «Как и ты». Эти слова заставили его сердце сжаться. Когда он потерял ту часть себя. Когда выживание стало важнее сострадания. Мысли разрывали его, а мяуканье звучало все настойчивее. «Черт!» — тихо выругался он, и, быстро повернувшись назад, снова подошел к контейнеру. Звук исходил из мокрой картонной коробки, зажатой между контейнером и кирпичной стеной. Наклонившись, он заметил крошечную фигурку в углу коробки. Котенка, вероятно, всего нескольких недель от роду, с грязной оранжевой шерстью и глазами, которые казались слишком большими для его лица. Когда он достал котенка, тот прижался к картону, дрожа. «Легко, малыш», — сказал Алексей, используя тот нежный голос, который когда-то использовал с Викой, когда она боялась грозы. «Я не собираюсь тебя обидеть». Котенок оказался удивительно легким и, покачиваясь, пытался прижаться к его куртке, ища тепло. «Ладно, я тебя не могу оставить», — произнес Алексей, чувствуя, как что-то внутри него зашевелилось. В один вечер животное вернуло ему надежду и связь с тем, кем он был. «Только на одну ночь», — сказал он, осторожно убирая его в куртку. «Только до утра. Потом я помогу тебе найти дом».
По пути к своему месту Алексей внимательнее следил за шагами. Он чувствовал крошечную жизнь у себя на груди. Когда он, наконец, добрался до своего укрытия, Игорь уже дожидался его. «Здравствуй, Алексей», — поздоровался охранник. «О, что у тебя там?» Алексей быстро вынул котенка. Нашел его за мусоркой. Держу его теплым на ночь. Игорь, с пониманием глядя на маленькое создание, пошел в здание и через несколько минут вернулся с маленькой коробкой и туалетной бумагой. «Это немного, но это лучше, чем бетон», — сказал он. «Спасибо», — произнес Алексей, тронутый добротой. «Ты не должен был это делать». «Да ладно», — прервал его Игорь. «Всем нужна помощь». Алексей устроил коробку в своем обычном уголке, создавая временное гнездо для котенка. Но когда он попытался положить животное внутрь, тот крепко вцепился ему в куртку, явно не желая расставаться с источником тепла. «Ладно, ладно», — согласился Алексей, усаживаясь на пол с котенком, все еще прижатым к его груди. «Но это ничего не значит, понял? Завтра мы найдем тебе нормальный дом». Котенок только прильнул ближе, его урчание стало громче. В ту ночь Алексей спал лучше, чем за многие годы. Небольшой теплотой на груди он вернулся к воспоминаниям о ночах, когда Вика приходила к нему в постель во время гроз. Он мечтал о доме, семье, о том, к чему стремился, о том, что когда-то считал недостижимым. Утро настало с кристальной ясностью, что бывает только после морозной ночи. Алексей проснулся, обнаружив, что котенок все еще свернулся у него на груди. Его тельце удивительно тепло. В раннем свете он заметил, что шерсть стала грязной и в некоторых местах темнее, безжалостно напоминала о том, что ему надо позаботиться о нем. «Вставайте», — сказал Игорь, подходя с 2 чашками горячего кофе. «Думаю, это вам нужно». И к кофе он протянул бумажный пакет с завтраком. Алексей принял все это с благодарностью, чувствуя доброту своего друга. «Как наш маленький друг?» — спросил Игорь, наклонившись, чтобы лучше рассмотреть котенка. «Кажется, он борец», — ответил Алексей, осторожно поднимая все еще спящего котенка. «Сегодня попробуем найти ему дом. Знаешь, есть место под названием «Светлый путь», буквально 6 кварталов отсюда. Они предлагают завтрак и иногда работают с группами по спасению животных. Может, стоит проверить», — подсказал Игорь. Хотя Алексей знал «Светлый путь», он не спешил туда. Гордость держала его вдали от бесплатных обедов и приютов. Но котенку нужна еда, и, сидя на животе, он чувствовал, как его желудок заурчал от воспоминаний. «Может, стоит попробовать», — сказал он, стараясь звучать не особенно уверенно. Игорь улыбнулся, с пониманием кивнув. Часом позже Алексей пришел в «Светлый путь». Котенок аккуратно устроился у него в куртке. Запах кофе и еды заполнил воздух, и, несмотря на ранний час, место уже бурлило. К нему подошла женщина с серебряными волосами и морщинами от смеха вокруг глаз. Ее нашивка была с именем Мария, и она двигалась с уверенностью, словно уже много повидала. «Добро пожаловать в Светлый путь», — тепло сказала она. «Я Мария. Ты должно быть один из друзей Игоря». «Алексей», — представился он, стараясь скрыть свое смущение. «Игорь послал меня, потому что...» Он замялся, когда котенок высунул свою голову из куртки, вызвав восторг на лице Марии. «О, Боже!» — воскликнула она, наклоняясь ближе для более внимательного взгляда. «Откуда этот малыш?» Алексей рассказал историю о том, как нашел котенка, подчеркивая, что это только временное попечение, пока он не найдет кому-то, кто сможет о нем заботиться. Мария слушала, и на ее лице появлялась доброжелательная улыбка. «В первую очередь, давай накормим вас обоих», — сказала она и исчезла на кухне. Вернулась с подносом, который не только для Алексея, но и с маленькой чашкой теплого молока и нарезанным куриным мясом для котенка. «Это не идеальная еда для котят», — признала она, «но на сейчас подойдет. Может, у меня есть что-то лучше в офисе. Одна из наших постоянных клиентов имеет кошку,
и мы держим некоторые запасы под рукой». Когда Алексей наелся, он с увлечением смотрел за котенком, который с упоением поглощал курицу. Другие посетители останавливались около их стола, привлеченные необычным зрелищем. К его удивлению, многие делились своими историями о животных, которых они имели до того, как оказались в трудной ситуации. «У меня была собака по имени Макс», — сказал пожилой человек, представившийся Георгием. «Лучший друг, какого я когда-либо имел. Потерял его, когда лишился дома. Ежедневно скучаю по нему. Моя Сара всегда приютывала котов», — добавила женщина по имени Регина. Ее глаза далеким взглядом смотрели в память. Она всегда говорила, что животные знают, кто нуждается в них больше всего. Мария вернулась с маленьким пакетом корма и несколькими основными принадлежностями, с коробкой для переноски, небольшим ошейником и несколькими игрушками. «Это все для нашей программы помощи животным», — объяснила она. «Мы сотрудничаем с местными ветеринарами и группами спасения, чтобы помочь людям сохранять своих питомцев даже в трудные времена». «Я не собираюсь держать его», — протестовал Алексей, хотя его голос не звучал уверенно. Котенок дотянулся до еды и теперь смотрел на стол, иногда подбегая, чтобы толкнуть Алексея в ладошку, как бы проявляя свою доброту. «Конечно», — согласилась Мария. Ее глаза блескали пониманием. «Но пока ты не найдешь ему дом, почему бы не позаботиться о нем должным образом?» Алексей покачал головой, принимая, что, возможно, ему стоит позволить кому-то заботиться о нем. Когда он готовился уйти, Мария вручила ему карточку. «Это клиника ветеринаров, которые работают с нашей программой. Они делают бесплатные осмотры для животных людей в трудных обстоятельствах. Хозяйка клиники. У нее действительно доброе сердечко. Ты бы мог проверить этого малыша, чтобы быть уверенным в его здоровье». Алексей спрятал карточку в карман, хотя у него не было намерений пользоваться ею. Котенок устроился у него в куртке, счастливо урча. На улице стало чуть теплее, хотя темнота ноября все еще висела в воздухе. Алексей направился к своему месту у библиотеки, его голова крутилась от противоречивых эмоций. Вес сумки с кормом и принадлежностями напоминал о обязанностях, которые он не был готов взять на себя. Он только устроился на своем месте, когда к нему подошла молодая женщина. Ее глаза сияли от восторга. Она была в модной одежде и держала дорогую камеру. «О боже!» — воскликнула она, указывая на котенка, который выглянул из кармана его куртки. «Это абсолютная красота. Не против, если я сделаю снимок. У меня популярный аккаунт в Инстаграм про уличных котов». Прежде чем Алексей успел ответить, она уже присела на корточки с камерой. «Я Джессика, кстати. Как зовут твоего кота?» «Он не мой», — начал объяснять Алексей, но Джессика уже щелкала фотографии. «Вы выглядите идеально вместе», — сказала она. «Как будто вы были предназначены друг для друга». Джессика сделала несколько снимков, затем достала телефон и начала что-то печатать. «Я сейчас все опубликую. Доверься мне. Люди полюбят твою историю». «Никакой истории нет», — протестовал Алексей, хотя его голос не звучал уверенно. Но Джессика посмотрела на него серьезно. «Иногда лучшие дома — это не те, которые мы планируем», — сказала она. «Они те, которые находят нас, когда мы меньше всего этого ожидаем». Она показала ему экран телефона, где уже разместила первое фото. Подпись гласила: «Встретимся с Джеком и его человеком. Напоминание о том, что любовь и дружба могут быть найдены в самых неожиданных местах». Хэштеги: «Ножк уличные коты», «Нах Петербург», «Надежда в человечности». «У меня более 50 тысяч подписчиков», — пояснила она. «Многие из них помогают поддерживать уличных котов и их хозяев. Можно мне вернуться, чтобы проверить вас? Может, принести что-то?» Алексей только кивнул, не понимая, почему в этом согласии не было ничего плохого. Джессика весело оглядела его и делала еще несколько кадров, прежде чем исчезла, пообещав вернуться. Глядя на Джека, который забрался на его колени и начал потирать свои лапки об ногу, Алексей ощутил то, что не испытывал много лет. Искру надежды. Маленькую, но настойчивую, как пламя свечи в темноте. Следующие несколько недель принесли неожиданность, которую Алексей не мог предвидеть.
Согласно обещанию, Джессика вернулась на следующий день с настоящей переноской для котят, качественным кормом и синим ошейником с маленьким колокольчиком. Но еще более значительным было то, что она привела внимание. Ее первая публикация о Алексее и Джеке стала вирусной, распространившись по социальным сетям с удивительной скоростью. Изображение сурового бездомного ветерана и маленького оранжевого котенка вызвало резонанс у людей, собрав тысячи лайков и репостов. Скоро другие местные фотографы и даже несколько новостных агентств начали показываться в его обычном месте у библиотеки. Сначала внимание вызывало у Алексея глубокий дискомфорт, но вскоре он понял, что это внимание приносит ему помощь. Люди начали оказывать помощь, и Игорь вместе с другими волонтерами из Светлого Пути стали собирать средства, чтобы помочь ему с жильем и питанием. Каждое утро Алексей вставал с надеждой. С маленьким котенком рядом он снова начал видеть свет в своей жизни. Громкие разговоры и смех людей вокруг стали частью его нового существования. Даже стыд, который долго его преследовал, постепенно начал отступать. Однажды, когда Алексей с Джеком сидел у библиотеки, туда подошла девушка с камерой. Увидев их, она с восторгом произнесла: «Это идеальная пара. Я Джессика. Могу сделать пару фотографий для своего блога?» Алексей кивнул, и Джессика запечатлела их на вынос, и вскоре фото стало вирусным. А сама Джессика пообещала, что поделится их историей. Стремительно нарастала волна поддержки, и в комментариях люди делились своими историями о животных. Некоторые местные бизнесы даже начали предлагать помощь, еду, вещи и контакт с ветеринарами. Алексей чувствовал себя тронутым вниманием, но в то же время не мог избавиться от чувства неуверенности. Возможно, он снова мог начать новую жизнь. Возможно, он мог вернуться к нормальности. Шел декабрь, и, несмотря на холод, тепло вокруг него продолжало расти. С каждым новым днем Алексей начал обретать свои старые навыки, ремонтировать вещи, помогать другим нуждающимся. Он стал волонтером в Светлом Пути, временное убежище, где когда-то сам нашел приют. И вот он, ветеринар, работающий в клинике, смотрел, как люди находили котят и щенков, нуждающихся в домах. Алексей начал чувствовать, как что-то меняется внутри него. Тепло, которое когда-то покинуло его сердце, снова стало наполнять его изнутри. Однажды к нему подошла молодая ветеринар. Ее звали Рита. Она заметила интерес и заботу Алексея о животных и предложила ему проверить некоторые из них, чтобы убедиться, что они здоровы. Он не осмеливался сначала, но она настаивала: «Пока ты здесь, почему бы не помочь?» И это помогло восстановить его дух, заставив снова почувствовать себя нужным. Он с радостью начал обучаться, получая навыки обращения с животными, которые помогли ему вернуть уверенность и надежду. На днях, когда он смотрел за одним особенно агрессивным щенком, он вдруг услышал: «Папа?» Это был голос Вики. Она вернулась домой, нашла его через публикации и пришла, чтобы убедиться, что у него все хорошо. Алексей встал, не веря своим ушам. Они обнялись, и слезы катились по ее щекам. Вика рассказала много всего, и ее глаза светились от счастья. Она была рядом, и это дало Алексею новую надежду. «Ты не будешь возражать, если я возьму тебя в свою жизнь?» — спросила она, глядя ему в глаза. Эта встреча изменила все. Алексей уже не чувствовал себя одиночкой, и его жизнь обретала смысл. С Джеком и дочерью он знал, что сможет снова подняться на ноги и построить новую жизнь, полную доброты и любви. Таким образом, дороги, которые они прошли, изменили их обоих. Алексей теперь знал, что важно — иметь кого-то рядом и открываться новым возможностям. Подтверждая каждое новое утро с Джеком, который мурчал на его коленях, он еще раз понял: каждый заслуживает второго шанса.